Добрый день, друзья! Грузинская кухня очень проста и в то же время доступна и потрясающе вкусна. И цыпленок табака по праву считается непревзойденным и популярным как никогда. Готовится он легко и без особых усилий. Главное – соблюдать некоторые правила, о которых я вам сейчас расскажу. Для того, чтобы цыплята табака полностью прожарились за короткое время, необходимо использовать цельные тушки не более 1 килограмма. Поэтому берем пару цыплят-корнишонов. Каждый из них весит не более 800 грамм. Такие цыплята прекрасно помещаются в небольшую сковороду. Важно также учесть, что мясо цыплят должно быть комнатной температуры. Разрезаем каждую тушку вдоль килевой кости. Срезаем все свисающие части, они все равно сгорят в процессе жарки. Каждую тушку отбиваем с 2 сторон с помощью кухонного молотка. Таким образом мы получаем мягкую и абсолютно плоскую тушку одной толщины. Чем равномернее по толщине она будет, тем лучше она прожарится. Перевернем ее и отобьем с другой стороны. Далее нам нужно будет сделать маринад. Для этого берем 1 свежий лимон. Раскатываем его по столу, чтобы в нем двинулись соки. Разрезаем его пополам и выжимаем сок из одной его половины. Сок лучше процедить через сито. Лимонный сок даст курице легкую кислинку и цитрусовый привкус. Затем нам потребуется пару зубчиков чеснока. Его мы натираем на мелкой терке или пропускаем через пресс. Добавляем немного смесь перцев и пару чайных ложек грузинской приправы хмели-сунели. Все перемешиваем. Маринад готов. Куриные тушки обсыпаем крупной солью, добавляем приправы и равномерно втираем их в цыпленка. Стараемся, чтобы каждый участок тушки был хорошо пропитан приправами. Затем переворачиваем тушку и проделываем то же самое с другой стороны. Солим и обмазываем. Натертых травами цыплят оставляем мариноваться на 30 минут. Перед тем, как выложить цыпленка на сковороду, его необходимо со всех сторон обмазать соусом. И пока цыплята маринуются, подготовим этот соус. В небольшую тарелочку кладем 2 чайных ложки грузинской аджики. Добавляем 1 столовую ложку сметаны и все перемешиваем до однородного состояния. Сковороду лучше использовать с толстым дном. Ставим ее на огонь. Как только она хорошо раскалилась, добавим в нее немного сливочного масла. Чтобы оно сильно не горело, разбавим его небольшим количеством растительного. Хорошо смазываем ими сковороду. Наносим соус на цыплят. Стараемся, чтобы каждый участок тушки был хорошо промазан. Из-за того, что соус очень густой, при обжарке он превратится в хрустящую корочку. Обмазанного цыпленка кладем на сковороду спинной частью вниз. Накрываем какой-нибудь плоской тарелкой и придавливаем грузом. Для этого можно использовать любой утяжелитель или какую-нибудь емкость с водой. Я взял обычную кастрюлю. В таком виде оставляем цыпленка жариться на медленном огне примерно 20-30 минут. Чем больше вес цыпленка, тем соответственно дольше он будет прожариваться. Спустя полчаса снимем груз, перевернем тушку и опять обмажем ее аджикой с внутренней стороны спинки. Благодаря такой обмазке цыпленок приобретает зажаристую золотистую корочку с легкой остринкой. Опять ставим тушку под груз, буквально на 2-3 минуты, чтобы схватился соус. Снимем груз, опять перевернем цыпленка на другую сторону и обмажем его уже со стороны крылышек и грудки. Перевернутого цыпленка обжарим еще буквально 3 минуты, но уже без дополнительного груза. Этого времени хватит, чтобы образовалась хрустящая корочка. В заключение сделаем традиционный чесночный соус. Для этого в глубокую емкость помещаем 2 столовые ложки сметаны и добавляем к ней 2 зубчика чеснока, пропущенного через пресс. Мелко пошинкуем кинзу, петрушку и укроп. Добавляем их к сметане. Немного посолим и поперчим. Готовый соус перемешиваем. Цыпленок готов. Получился он очень зажаристым и в то же время необычайно сочным внутри. По кавказской традиции цыпленок подается без гарнира, но с большим количеством овощей и зелени. И, конечно же, с острым чесночным соусом. Данный рецепт проверен годами, если не веками. И хороший результат гарантирован абсолютно всем. Готовьте вкусно и приятного аппетита!